Приветствую вас, уважаемые автовладельцы и автолюбители. Вступление будет коротким. Сегодня рубрика «Автоэксперт». Жень, врубай шарманку. Буду с вами предельно откровенен. Мы связались с производителем щеток стеклоочистителя Alka, и нам презентовали новинку «Старт». И вот когда мне озвучили цену, нет, я понимаю, в названии серии намек «Старт», «Начало», то есть щетки начального уровня. Тем не менее, когда нам озвучили, не побоюсь этого слова, бросовую цену, первое, что я сказал, а это как? Поясню. Мы использовали щетки немецкого бренда Alka и считаем, что у них отличное сочетание цена-качество. Но тут явный крен в сторону понижения цены. Неужели уронили и качество? Однако, скрывая коробки и не зная, к чему придраться, каркасники выглядят приятно, собраны, да отлично, покрашены, без изъянов, резина на ощупь правильная, не дубовая, обработанная графитом, кромка ровная. Конечно же, мы еще посмотрим, как они сядут на поводки, как будут чистить, но у меня уже зудит в голове. Как? Ну как можно сделать хороший дворник по такой низкой цене? Напомню, это немцы Alka. И мы вышли на представителя компании. Я бы сказал, с провокационным вопросом. Ну как? Как можно сохранить хваленое немецкое качество при очень низкой цене? Пока я вижу только один фактор вот здесь на коробке: произведено в Китайской Народной Республике. И вот что нам ответили. Да, делают в Китае, но только на избранных предприятиях, так как задача сохранить качество. А еще сократили издержки производства и экономят. На адаптерах, на инструкции, на размерах убрали маловостребованные размеры щеток. Ну, понятно, что все секреты производства нам не расскажут. Я, кстати, не против экономии, если она не в ущерб качеству. А вот если этот ущерб качеству есть, тогда это неизбежно вылезет в процессе эксплуатации щеток. Вот этим эксплуатацией мы сейчас и займемся. Ура! Синоптики пообещали целую неделю дождей. Безумство. Но я радуюсь летом дождливой и прохладной погоде. Приступим. Как дворники сядут? Знаем мы китайские размеры, плюс-минус миллиметр. Заверено, что подойдут практически на все машины. Крючок хотя и самое распространенное крепление, но по мне отнюдь не лучшее. Водительская щетка села, а пассажирская не хочет. Ага, ща хайпанем. Дешевка даже надеть не смогли. Однако тут нельзя спешить с выводами, особенно если есть ржавчина на поводке. А нужно взять надфиль или наждачку и убрать вспухшую краску и ржавый налет. Затем желательно смазать, чтобы остановить коррозию. И, о чудо! Теперь дворник заходит легко. А ведь такой негатив мы частенько видим в интернете. Поводки дворников ржавые, расхлябанные, люфтят, а виноваты, конечно же, щетки. Ну что же, по прилеганию претензий нет, попробуем в работе. Новенькие в граффити и, конечно, труд как положено. Однако, может быть, это случайно повезло с экземпляром. Поэтому второй комплект. Тут задачка посложнее. ВАЗовская десятка, притом как раз с неидеальными поводками. Кто подумал, наехали на ВАЗик. Отнюдь. Ставить щетки на ладу мне проще, чем на многие иномарки. Тот же крючок, но факт. Снимаются, одеваются легче. Я не знаю, зачем на десятке сделали такое сложное по форме стекло, что кончик щетки с пассажирской стороны всегда висит в воздухе. При этом у Alka Start я вижу очень хорошее прилегание, лучше, чем у многих. Посмотрим, как чистят. Тоже хорошо, несмотря на наличие люфта в трапеции. Именно это я имел в виду, когда говорил про неидеальность. Ну что же, у нас есть неделька дождей для теста. Надеюсь, вспомогательный графит за это время смоется и что-нибудь да вылезет. Тем более стекла на наших машинах с сюрпризом.
Итак, что произошло за неделю? Скучно, ничего. Хотя мы осложняли жизнь с щетками и ездили за машинами. Представляю, как нервничали водители грузовиков. Что-то легковушка прилипла. Да еще так и жмется к заду. Извините, но нам нужна была грязь из-под ваших колес. А потом мы просто взяли и остановились у лужи, чтобы провести любимый тест многих. Вот не знаю, что в нем такого, но проводят его, наверное, все. Я же это дело терпеть не могу. Грязной водой машину поливать. Ну да, признаю, очень наглядно видно, как щетки трут. Поэтому на камеру, конечно, эффектно. Но я и без грязи вижу, что Алкостарт – это потенциальный хит. Хотя и думал, что на антидожде проколятся. Да-да, именно этот сюрприз на наших стеклах. Но щетки довольно спокойно отреагировали на автохимию, только поскрипывать стали. Признаюсь честного, мы ожидали худшего, ведь перед антидождем сдаются даже дорогие дворники. Начинает трепыхаться, прыгать и шумно работать. Хотя чуть позже на десятке у пассажирского дворника появился намек на подрыгивание. Но думается, это из-за люфта в поводке, на лачете такого нет. А вообще, есть ли отличия по работе на разных машинах? Есть. На лачете работают тише, на десятке громче. Но по уровню очистки и там хорошо. Конечно, неделя – это не срок, но на коробке заявлено, что щетки выдержат 1,5 миллиона взмахов. Ну как об этом не спросить у немцев? Это серьезно или так красивый маркетинговый ход? На что нам сказали? Резина щеток Старт успешно прошла необходимые тесты в лаборатории Детройт в США. Там щетки проходят тест на 1 миллион взмахов. В общем, 1,5 миллиона – это все-таки предполагаемый ресурс, а миллион – это подтвержденный, и согласитесь, что же немало, особенно с учетом цены. Ну и под занавес. Вы можете обвинять нас в рекламе. Но мы не отрицаем факт сотрудничества с Алкой, это раз. А два, на нашем канале не впариваем зрителям дичь. Все пробуем на своих машинах, и только если нравится нам, тогда советуем и вам. Щеткам Алка серии Старт однозначно наша рекомендация. И внимание! Мы с удовольствием подарим щетки нашим зрителям, тому, кто напишет интересный комментарий. Поэтому в этот раз, когда будете писать коммент под видео, то поделитесь, например, опытом использования дворников. Нет, не нужно писать откровенную лесть про Алку. Ну вот по такому принципу. Кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую сладкую конфету. Итак, пишите комменты по щеткам, подчеркну, по любым, не только по Алке. Никакой рекламы и лести, только реальная эксплуатация. Потому что оценивать ваш комментарий будут тоже зрители. Кому поставят более всего лайков, тому и подарок от нас. Машина любая, мы свяжемся с вами и закажем нужный размер. Да, и помните, краткость – сестра таланта. Вполне достаточно написать несколько строчек. Сочинений не нужно, а то будут комментировать. «Слишком много букв! Не осилил!» Ну и самое последнее. Под видео в описании будет ссылка на сайт, где можно посмотреть цены и купить щетки. На сегодня все. Ставьте оценки и увидимся. Жень, вырубай шарманку.